Дуранте дель Алигьери свое полное имя всегда сокращал до Данте Алигьери, и именно под этим именем вошел в мировую историю литературы. Родился он, предположительно, в мае или июне 1265 года в одном из самых передовых на тот момент городов Италии – Флоренции. О его матери и отце практически ничего не известно, но согласно преданию, предки великого поэта происходили из знатного и состоятельного римского рода и сыграли весомую роль в становлении Флоренции. Его прадед, которого звали Качагвида, принадлежал к аристократии, был посвящен в рыцари и погиб во время крестового похода в 1148 году. В школе Данте учился по традиционной средневековой программе, которая состояла из двух направлений. Первое направление называлось тривиум и включало в себя изучение грамматики, диалектики и риторики, что давало возможность ученику читать средневековые латинские тексты. Второе направление называлось квадриум и изучало арифметику, музыку, геометрию и астрономию. Также Данте получил знания по истории, богословию, географии и естествознанию. Большое внимание Данте уделял самообразованию. Он был знаком с работами таких античных авторов, как Вергилий, Гораций, Овидий и Стаций, и не меньше его увлекали литературные творения своих современников. Главным учителем и наставником Данте, имя которого с большим почтением упоминалось самим поэтом, был флорентийский литератор, ученый, энциклопедист и видный политический деятель Брунетто Латини. В 1274 году девятилетний Данте познакомился с дочерью известного флорентийского банкира, живущего по соседству с семейством Алигьери. Девочке было 8 лет, и ее звали Беатриче Портинари. Уже тогда в трепетном сердце мальчика зародилось возвышенное чувство к ней. Второй раз они встретились и разговаривали на одной из улиц Флоренции в 1283 году, когда 17-летняя красавица была уже замужней дамой. После этой встречи любовь Данте к Беатриче воспылала с большей силой. Но в возрасте 25 лет Беатриче умерла, и это событие стало для молодого человека настоящей трагедией. Сам Алигьери признавался, что его рождение как поэта произошло благодаря глубокому и трепетному чувству к женщине, образ которой он бережно хранил в душе на протяжении всей жизни. Имя своей прекрасной возлюбленной Беатриче Данте увековечил, сделав его практически нарицательным. Она стала единственной и настоящей музой поэта. Пылкие чувства Алигьери, близкие к обожествлению своего объекта страсти, стали хрестоматийным примером глубокой платонической любви. Доподлинно неизвестно, когда именно Алигьери увлекся сочинительством, но исследователи его текстов утверждают, что становление в творчестве осуществлялось под влиянием стихов известного итальянского поэта Гвиттоне d'Ареццо. Особую роль сыграла литературная школа Дольче стиль нуово, что в переводе с итальянского звучит как «сладостный новый стиль». Характерной особенностью этого направления было воспевание неземной любви к женщине и философское видение в величавом образе возлюбленной высшей божественной сущности. Ярких представителей необычных для того времени стихотворных форм Гвидо Кавальканти и Гвидо Гвиницелли Алигьери считал не только друзьями, но и главными учителями в лирике. Первый сборник произведений Данте, состоящий преимущественно из сонетов и небольшого фрагмента прозаического текста, вышел в свет примерно в 1292 году. Книга была написана на итальянском языке и носила название «Новая жизнь». Она являлась некой автобиографичной исповедью, главными героями которой являются он сам и его возлюбленная Беатриче. Следуя семейной традиции, Данте Алигьери был активным участником событий на политической арене Флоренции. Неравнодушный к судьбе родного края, Данте часто выдвигался на почетные должности, участвовал в законотворчестве и выполнял непростые дипломатические миссии. В 1298 году 33-летний Алигьери женился на дочери влиятельного политика Джемме Донати. Джемма была всего на 2 года младше Данте. Это был брачный союз, заключенный по расчету, довольно типичный для той эпохи. Несмотря на то, что во время брака у пары родилось 2 сыновей и дочь, большую часть жизни супруги находились в разлуке. Примечательно, что впоследствии Алигьери не упомянул имя жены ни в одном из своих произведений. В 1300 году Данте был избран в коллегию приоров, орган власти, аналогичный современному городскому правительству. В это время в Италии между двумя враждующими политическими силами, гвельфами и гибеллинами, развернулась ожесточенная борьба. Гвельфы выступали за единство страны и доминирующее влияние понтифика, а гибеллины поддерживали власть императора Священной Римской империи.
Позже в самой партии гвельфов, получивших власть во Флоренции, произошел раскол. Она разделилась на черных и белых. Первые по-прежнему поддерживали церковников, а вторые ратовали за независимость Флорентийской республики от указов высшего духовенства и рассчитывали на укрепление монархии. Алигьери принадлежал к белой фракции гвельфов, остававшейся правящей силой до военного переворота 1302 года. С приходом к власти черных для Данте и его сторонников начался период политических репрессий. Он был изгнан из родного города, лишен всех имущественных и гражданских прав и даже заочно приговорен к смертной казни. В 1306 году Данте написал философский трактат «Пир», в котором была изложена критика морально-этических норм, а также предпринята попытка сделать глубокий анализ поэтики и языкознания. В период с 1304 по 1306 годы Данте создал лингвистический трактат о народном красноречии, который представлял собой первую в Европе исследовательскую работу происхождения и развития романских языков, а также анализ современных автору литературных форм. В том же 1306 году Данте, которому на тот момент было уже 40 с небольшим лет, приступил к написанию главного произведения всей его жизни – поэме «Комедия», получившей впоследствии благодаря Джованни Боккаччо название «Божественная комедия». Кстати, многие читатели часто задаются вопросом, почему поэма называется комедией, ведь смешного в ней нет ровным счетом ничего. Ответ прост. Во-первых, это особенности развития сюжета. Скорбное и страшное в начале повествования завершается радостным концом, что в те времена было свойственно именно комедиям. А во-вторых, все серьезные произведения тогда писались исключительно на латинском языке. А так как Данте написал это произведение на простолюдинском тосканском наречии итальянского языка, то и отношение у многих к ней было именно как к комедии. Потому что, по мнению образованных людей, не мог какой-то серьезный труд быть написан не на латыни. Такие вот дела. Данте трудился над созданием божественной комедии почти 15 лет и успел закончить последние строки незадолго до своей смерти. В основе сюжета мистическая история героя, отправившегося после смерти возлюбленной в путешествие по загробному миру, в котором он проходит 9 кругов ада, чистилище и сферы рая. Первое печатное издание увидело свет лишь в 1472 году, спустя почти 150 лет после смерти поэта. Примечательно, что работы «Пир» и о народном красноречии, равно как и комедия, были написаны Алигьери не на латыни, а на итальянском языке, что позволяло приобщить к знаниям более широкий круг читателей и входило в рамки своего рода просветительской миссии автора. В течение почти 20-летнего изгнания до самой своей смерти Данте Алигьери странствовал по разным уголкам Италии и не оставлял надежды вернуться на родину, но все его попытки оказались тщетными. Полный тревожных чувств, он продолжал писать даже в условиях скитальческого существования. Поэт некоторое время жил в Вероне, позже переехал в Болонью, а затем в Луниджану. На некоторое время Алигьери нашел пристанище в Париже, но 2 года спустя покинул и Францию. В период с 1312 по 1313 годы Данте написал на латинском языке состоящий из 3 частей трактат «Монархия», повествующий об идеальном с точки зрения автора общественно-политическом строе. В это время германский король Генрих VII предпринял поход на Италию, одержимый идеей восстановить там полную императорскую власть. Он амнистировал всех изгнанников противоборствующих партий и пытался всячески примирить конкурирующие аристократические кланы. Данте, видевший в сильной монархии спасение для Италии, проникся очередной надеждой вернуться во Флоренцию. Однако в 1313 году Генрих VII умер, а вместе с его кончиной ослабли и перспективы изгнанника вновь обрести родину. По данным некоторых источников, Данте было предложено вернуться в дорогой для его сердца город при условии публичного отречения от политических идеалов. Но гордый и верный своим убеждениям Алигьери отказался проходить унизительную процедуру. В 1315 году поэту повторно был вынесен смертный приговор, и вместе с ним навсегда развеялись его мечты о Флоренции. Но так как Данте в городе не было, то и приговор в силу приведен не был. У власти было много других забот, чем поиски какого-то поэта. Годом позже правитель города Равенны Гвидо Новелло да Полента принял Алигьери, предложив ему должность при своем дворе. В сентябре 1321 года Данте скончался от малярии, которой он заразился, возвращаясь из поездки в Венецию, куда прибыл с миротворческой миссией, как посол правителя Равенны. Алигьери с большими почестями, достойными великого гражданина своей страны, был похоронен в Равенне, в базилике Сан-Франческо. Позже его прах был перенесен в специально построенный недалеко от церкви мавзолей, так называемую гробницу Данте.
Данте Алигьери был одним из самых выдающихся поэтов и мыслителей эпохи Средневековья, определивший вектор развития общеевропейской культуры. Его творчество сыграло важную роль в формировании итальянского литературного языка. Данте великолепно ориентировался в естественных науках и на протяжении всей жизни непрестанно занимался самообразованием, постигая новые горизонты. В произведениях, созданных в период своих скитаний, Данте выступал как исследователь, литературовед, просветитель, философ и богослов. Он написал трактаты, посвященные народному языку, общественно-политической проблематике, принципам морали средневекового общества, вопросам о свойствах души и интеллекта. О его судьбе сохранилось мало информации, подтвержденной документальными источниками. И одним из первых людей, исследовавших жизнь поэта, был выдающийся писатель раннего Возрождения Джованни Боккаччо. На основании его трудов и автобиографичных текстов самого Алигьери и проводились многочисленные научные работы историков последующих эпох. Данте и его современники переживали непростой период, главными особенностями которого были отсутствие единства власти и постоянное противостояние между папским и императорским правлением. Неутихающие политические волнения во многом и задали трагический тон жизненного пути поэта. И как бы ни было это удивительно, но поэзия и философская картина мира такого неординарного, глубоко мыслящего и в высшей степени чувственного человека остается актуальной и интересной и по сей день. Это была история Данте Алигьери. Вы на канале Short History. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. Жмите колокольчик, пишите комментарии, становитесь нашими спонсорами. Будьте с нами.